Трамп ставит диагноз российской экономике. Похоже, президент США готов ее добить. Обошлись без томагавков. Украинские дроны разнесли еще один объект в глубоком тылу агрессора. Путинская авиация перешла на сторону ВСУ. Российские «Соколы» сбросили бомбу на российский город. Истинное нутро террористов. Перемирие использовали для разборки со своими. Уже не смешно, что стерло улыбку с лица Александра Лукашенко. В Азербайджане раскрыт заговор, кто пытался захватить власть. Увольнение по-русски. Новый стиль работы с кадрами в путинской вертикали. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп снова заговорил о Путине. Принимая в Белом доме своего аргентинского коллегу, президент США дал совет хозяину Кремля, поставив диагноз российской экономике. Он должен завершить эту войну. Вы знаете, в России теперь длинные очереди за бензином, и внезапно экономика может обвалиться. Далее Дональд Трамп прозрачно намекнул, что будет дальше, если Путин не одумается. В пятницу у меня будет Зеленский. Я знаю, что он скажет. Ему нужны томагавк. Все хотят томагавк, у нас их много. Накануне Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в результате нескольких недавних разговоров с президентом США есть, цитирую, контуры решений относительно томагавков, а также патриотов и другого оружия. Самые чувствительные вопросы будут оговорены как раз при личной встрече. В ночь на среду российская армия снова атаковала Украину. В этот раз целью стала Днепропетровская область. В Павлограде, Каменском и Славгородской общине Синельниковского района возникли пожары. Повреждена энергетическая инфраструктура. Кроме того, разрушения есть на территориях транспортного и промышленного предприятий. Пострадал 19-летний парень. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По словам Сергея Лысака, агрессор также нанес удар по ряду населенных пунктов Никопольского района FPV-дронами и градами. Компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях света в Днепропетровской области. В российской Уфе беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу компании «Башнефть». На видео, снятом жителями города, видны пролеты дронов в небе и огромный столб черного дыма. Российское издание «Астра» уточняет, дроны предположительно били по промзоне, где находится также НПЗ «Уфа Оргсинтез». Беспилотник видел, нет? Летит. Очевидцы утверждают, что из-за атак возникли проблемы с мобильной связью. Власти Уфы закрывали аэропорт. Город находится примерно в 1400 километрах от Украины. Тем временем украинский генштаб рассказал, какой урон нанесен предприятию морской нефтяной терминал в Феодосии. Сразу после атаки СМИ писали о повреждении 11 резервуаров. Но по данным руководства ВСУ, дроны причинили более ощутимый ущерб оккупантам. В результате удара повреждены 16 резервуаров нефтебазы. Операция была проведена в ночь на понедельник, но пожар не удалось потушить до сих пор. В Генеральном штабе подчеркнули, что терминал в Феодосии является важным логистическим звеном снабжения российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в пораженных резервуарах, составляет около 193 тысяч кубометров. Всего на нефтебазе имеется 43 резервуара, но часть из них уже была повреждена в результате налета украинских дронов в октябре прошлого года. Неожиданная и приятная метаморфоза. Пит Хексет, который еще летом пропустил заседание контактной группы «Рамштайн» впервые за время ее существования, теперь не только присоединился к ней, но и сделал сильное заявление. Американский министр войны призвал союзников по НАТО увеличить помощь Украине. И если мы чему-то и научились при президенте Трампе, так это активному применению силы для достижения мира. Мир достигается силой, а не громкими словами или грозой пальцем. Он достигается силой, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые уважают противники.
Пит Хексет напомнил о саммите в Вашингтоне, когда было договорено о схеме закупок европейскими союзниками американского оружия для поставок его Киеву для достижения мира. Глава Пентагона назвал момент историческим и привел в пример то, что удалось Дональду Трампу на Ближнем Востоке. Я думаю, мир видит, что у нас есть президент мира, который стремится к миру, поддерживая тех, кто поддерживает Соединенные Штаты и выступает за мир, что мы видели там и, надеюсь, увидим в Украине. Ожидается, что сегодня как минимум 7 стран объявят об увеличении финансирования в рамках этой программы. Российская авиация сбросила бомбу на российскую землю. Фугасный боеприпас упал на окраине того самого Энгельса, с аэродрома которого агрессоры обстреливают Украину. Презент от путинских летчиков свалился на поле в районе села Квасниковка. С начала текущего года зафиксировано как минимум 126 таких случаев, когда авиация захватчиков роняла бомбы и ракеты на собственную или оккупированную территорию. В прошлом году таких инцидентов было как минимум 165. Хамас своеобразно пользуется перемирием. Прекратив бои с израильской армией, террористы, похоже, взялись за конкурентов. Как сообщает CNN, в Газе вспыхнули новые жестокие столкновения между Хамас и другими группировками. Один из инцидентов, судя по всему, закончился публичной казнью. Очевидцы зафиксировали на видео сцену, где несколько мужчин с завязанными руками вытащили на площадь. Некоторые были частично раздеты и босы. Все это сопровождалось избиением, а после экзекуции боевики издавали одобрительные возгласы. Журналисты телеканала предполагают, что события произошли уже после выхода израильских войск из некоторых районов Газы. Тем временем Биньямин Нетаньяху напоминает, продолжающееся перемирие в секторе Газа напрямую зависит от демилитаризации Хамас. Премьер Израиля в интервью CBS News заявил, если исламисты не разоружатся, им грозит ад. Во-первых, Хамас должен сдать оружие. Во-вторых, нужно убедиться, что в Газе нет оружейных заводов. Не должно быть контрабанды оружия в Газу. Это и есть демилитаризация. Президент США Дональд Трамп также подтвердил, группировка обещала разоружиться, но если нет, это будет сделано насильно. Страны НАТО обсуждают возможность уничтожать российские военные самолеты, вторгающиеся в воздушное пространство Альянса. Как пишет The Telegraph, со ссылкой на анонимные источники, условием для такой реакции может быть наличие на борту нарушителя боевых ракет «Воздух-Земля». Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич предложил создать единую систему ПВО и ПРО, чтобы устранить национальные оговорки, ограничения, мешающие отдельным странам действовать более решительно. Как пишет издание, вопрос о новых правилах применения силы будет ключевым на сегодняшней встрече министров обороны стран НАТО. Восточноевропейские государства при поддержке Франции и Великобритании уже предлагают дать пилотам право открывать огонь по нарушителям границ. Ранее генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул, НАТО будет применять силу только против российских самолетов, которые реально угрожают. Александру Лукашенко прислали из Кремля новую методичку. Еще на прошлой неделе белорусский диктатор призывал не бояться томагавков. А это оружие такое далеко может достать, если что. Да нет, я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Теперь Лукашенко говорит об этих американских ракетах без улыбки. Последняя моя встреча с президентом России как раз говорят о том, что россияне, руководство России нацелены на то, чтобы установить мир. Никакие томагавки вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Похоже, в Кремле поняли, что заявления о томагавках могут закончиться реальной их передачей Киеву, и там перешли к своей старой игре – ядерному шантажу. А ведь все, чего хочет от Москвы Трамп – это сесть за стол переговоров и двигаться к миру. Неожиданная новость из Азербайджана. Тут произведен арест за попытку захвата власти. И речь идет не о лидере оппозиции, а о бывшем главе администрации президента. 87-летний Рамис Мехтиев по решению суда должен пребывать в ближайшие 4 месяца под домашним арестом. Следствие предъявляет ему обвинения по целому ряду статей: насильственный захват или удержание власти, государственная измена и фиктивное предпринимательство. Мехтиев – бывший политический тяжеловес. В советское время
время дослужился до секретаря ЦК Компартии Азербайджана. Позже был ближайшим соратником сначала Гейдара Алиева, а потом его сына Ильхама. Он занимал пост главы администрации президента почти четверть века, с 1995 по 2019 год. Потом пару лет возглавлял Национальную академию наук, но в 2022 ушел в отставку. И вот обвинение в госизмене. Не связано ли это с недавней встречей Путина и Алиева в Таджикистане? 30 лет на постсоветском пространстве мастером перетрахивания руководящих кадров был Александр Лукашенко, который прославился своими публичными разносами подчиненных. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная. Но, наконец-то, нашелся кто-то, кто утер крепкого хозяйственника. Новые стандарты публичного общения с подчиненными продемонстрировал губернатор Самарской области России. Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Кинельский район уволил местного чиновника Юрия Житкова. Причина – неудовлетворительный ремонт Дома культуры, школы и других объектов. Но посмотрите, как это было. Это просто камень. Нет, Федорищев не был участником так называемой СВО. Он окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, а потом даже защитил кандидатскую. А папа будущего губернатора, как пишут СМИ, даже владел самым большим в городе книжным магазином. Возможно, просто вот оно, настоящее обличие путинского режима. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.